Давняя мечта человечества, выраженная в сказке о ковре-самолете, наиболее полно воплощается в вертолете. С этой фразы любил начинать свои лекции Михаил Леонтьевич Миль. Это человек, который всю свою жизнь посвятил созданию летательных аппаратов. Начальные буквы его фамилии знакомы тысячам людей во всем мире, а вертолеты с эмблемой Ми летают не только в России, но более чем в 100 странах земного шара. В этом выпуске познакомимся с одним из главных творений Михаила Миля. Именно с этой машины началась эпоха тяжелых вертолетов. На протяжении десятилетий этот винтокрылый исполин оставался самым мощным вертолетом в мире, а это история Ми-6, одного из самых грузоподъемных транспортных вертолетов, когда-либо построенных. Накануне Новый год, а это значит время дарить подарки своим близким. А так как многие зрители нашего канала любят авиацию, ребята из Air Public подготовили подарки именно для вас. У них можно найти разные сувениры и вещи авиационной тематики, начиная от обычных футболок, заканчивая различной бижутерией и сумками. Дизайн товаров Air Public разрабатывают сами. Тщательный контроль на всех этапах производства позволяет обеспечить качество продукции, а прямая работа с транспортными компаниями предоставляет максимально выгодные рыночные цены. Десятки положительных отзывов, самовызов в Москве и доставка по всему миру делают магазин Air Public лучшим в своем деле. Ссылка на магазин будет в описании. Успешное создание на Московском государственном авиазаводе в начале 50-х годов транспортно-десантного вертолета Ми-4 вселило в главного конструктора Михаила Леонтьевича Миля и его сотрудников уверенность в собственных силах и дало толчок к работе над новыми винтокрылыми машинами, значительно большей грузоподъемности. Из анализа логики развития мобильности войск был сделан вывод, что следующим этапом в тяжелом вертолетостроении должен стать летательный аппарат, способный перевозить грузы массой около 6 тонн, к примеру, тяжелые артиллерийские орудия с тягачами, грузовики и авиадесантные самоходные установки. Сотрудники же ОКБ отдавали себе отчет в сложности поставленной задачи. Ведь все предшествовавшие попытки как отечественных, так и зарубежных фирм построить винтокрылую машину взлетным весом свыше 14 тонн не увенчались успехом. Тем не менее, молодой коллектив уверенно взялся за работу, и уже в конце 1952 года в отделе общих видов появились первые проекты аппарата небывалых ранее размеров, получившего заводское обозначение ВМ-6. Вертолет Миля грузоподъемностью 6 тонн. Несмотря на мнение крупнейших отечественных и зарубежных авторитетов, настоятельно рекомендовавших для тяжелых аппаратов двухвинтовую продольную схему, Миль предпочел строить машину с одним несущим винтом. Он знал, что в это время в Соединенных Штатах шли испытания тяжелого экспериментального вертолета XH-17 с двухлопастным ротором диаметром почти 40 метров. Это вселило уверенность в возможности создания такого большого несущего винта. В отличие от Ми-4, на новой машине в качестве силовой установки впервые в истории отечественной винтокрылой техники предполагалось использовать один газотурбинный двигатель, но в процессе главный заказчик потребовал увеличить грузоподъемность в 1,5 раза. Проект ВМ-6 пришлось переработать под 2 газотурбинных двигателя ТВ-2Ф конструкции Николая Дмитриевича Кузнецова. По договоренности с Милем главный конструктор Павел Александрович Соловьев взялся его переделать в вертолетный вариант, получивший обозначение ТВ-2ФМ. Соловьев спроектировал его как первый в мире вертолетный двигатель со свободной турбиной, то есть турбина, работающая на ротор, не имела механической связи с газогенератором, только через поток раскаленных газов. Это упрощало управление несущего винта. 2 двигателя ТВ-2ФМ общей мощностью 10 тысяч лошадиных сил работали на редуктор Р-6, тоже сконструированный в УКБ Соловьева, на который монтировался огромный 5-лопастной ротор диаметром 35 метров. За рубежом создать столь же мощный редуктор удалось только спустя 17 лет.
А двигатели же в проекте размещались над грузовым отсеком Ми-6. Вынесенные вперед относительно главного редуктора, они обеспечивали весовую центровку вертолета, уравновешивая длинную хвостовую балку с рулевым винтом. Разработанная компоновка стала в дальнейшем классической в мировом вертолетостроении. Ми-6 рассматривался как новое средство переброски войсковых соединений и почти всех видов дивизионной артиллерийской техники и должен был по заданию перевозить 6 тонн груза при нормальном взлетном весе, 8 тонн с максимальной загрузкой и 12 тонн в случае полета на укороченную дистанцию. Вертолет разрабатывался сразу в транспортном, десантном и санитарном вариантах. Также впервые предусматривалась перевозка грузов на внешней подвеске. К июню 1955 года правительственная комиссия утвердила макет. Вскоре на заводах началась постройка первого экземпляра вертолета, получившего уже официальное название Ми-6. Наиболее трудной проблемой при создании Ми-6 было конструирование лопастей несущего винта. Длинные лопасти имели принципиально новую конструкцию. Они должны были состоять из цельнотрубчатого стального лонжерона, на котором закреплялись отдельные секции. Такое решение позволяло избежать лишних деформаций. Но в то время цельных стальных труб большой длины советская промышленность не производила. Поэтому первые лонжероны для Ми-6 конструкторам пришлось составлять из 3 отдельных отрезков. Лишь несколько лет спустя Михаилу Милю удалось убедить министерское руководство в необходимости создания прокатных станов соответствующих размеров. Что касается рулевого винта, то он имел цельнодеревянные лопасти, и его конструкция принципиально не изменялась на протяжении всего серийного выпуска «шестерки». Размеры грузовой кабины Ми-6 были близки к габаритам грузовых кабин самолетов Ан-8 и Ан-12. Вдоль ее бортов и посередине можно было установить 61 легкосъемное откидное сиденье, а в санитарном варианте разместить 41 больного на носилках и 2 медработников. Причем такая вместимость была не предельной для Ми-6. В экстремальных условиях на нем перевозили до 150 человек. Усиленный пол со швартовочными узлами обеспечивал транспортировку в грузовой кабине различных видов техники и тяжеловесных грузов. Например, 2 самоходные арт-установки АСУ-57, либо бронетранспортер БТР-152, различные пушки и гаубицы. В полу грузовой кабины находился люк для системы внешней подвески грузоподъемностью 8 тонн. Мягкие топливные баки общей емкостью 8150 литров размещались следующим образом: 8 основных под полом и 3 расходных над потолком грузовой кабины. А еще 2 подвесных металлических бака по 2250 литров предусматривалось устанавливать по бокам фюзеляжа. Ми-6 имел неубирающееся 3-опорное шасси и небольшую так называемую хвостовую опору. Установленное на Ми-6 пилотажно-навигационное и радиооборудование позволяло производить полеты днем и ночью в сложных метеорологических условиях. Также при проектировании Ми-6 конструкторы ОКБ обратили особое внимание на облегчение и упрощение обслуживания и эксплуатации вертолета, особенно во внеаэродромных условиях. И все же военные решили подстраховаться на случай возможной неудачи Миля. Одновременно задание на разработку летательного аппарата примерно того же класса получило ОКБ Николая Ильича Камова. Аппарат назвали К-22. К-22 имел двухвинтовую продольную схему. Правда, такая конструкция имела большое лобовое сопротивление, и чтобы улучшить скоростные показатели, машину оснастили 2 тянущими самолетными винтами. Вертолет Камова совмещал в себе свойства 2 летательных аппаратов. Эту комбинированную конструкцию назвали винтокрылом. Схема была по-своему сложна. На теоретические и экспериментальные исследования ушло немало времени. Между тем, 5 июня 1957 года заводской летчик-испытатель Рафаил Капрелян впервые оторвал Ми-6 от земли. Начавшиеся полеты обнадеживали. Уже в октябре того же года Ми-6 превзошел рекорд американского тяжелого вертолета Сикорский С-56, подняв на высоту более 2 километров груз в 12 тонн. Максимальный взлетный вес машины составлял целых 40 тонн.
Западная пресса писала в те дни: новый русский гигант Ми-6 может поднять любой самый большой западный вертолет с полной нагрузкой. Однако опасения по поводу надежности огромного несущего винта начали оправдываться. Через каждые 50 летных часов лопасти теряли прочность и требовали замены. Столь малый ресурс не позволял говорить о вертолете как о состоявшейся машине. В 1959 году начались испытания Камовской машины. Ведущим летчиком-испытателем К-22 был назначен Дмитрий Ефремов. Ставка на комбинированную конструкцию дала свои результаты. К-22 развивал максимальную скорость свыше 350 км в час. Это и в 21 веке превосходный результат для вертолетов, а тем более в то время. У Ми-6 этот показатель вначале был на 100 км в час меньше. По грузоподъемности машины Камова и Миля практически не отличались. Правда, максимальный груз винтокрыл поднимал только при так называемом самолетном взлете, то есть с разбега. Это ограничивало применение машины. Зато длина грузовой кабины была на 6 метров больше, чем у Ми-6, и составляла почти 18 метров. Однако испытания показали проблемы с устойчивостью и управляемостью машины. Соединить воедино самолетные и вертолетные органы управления оказалось нелегко. В 1962 году очередной полет К-22 закончился катастрофой, в котором погиб экипаж Дмитрия Ефремова. А в это время в конструкторском бюро Миля искали способы повышения прочности несущего винта вертолета Ми-6. Как уже и говорилось ранее, проблему решили с введением цельного лонжерона, ресурс которого удалось поднять до 1500 часов. Кроме того, в процессе испытаний на второй летной машине установили управляемое в полете крыло, которое изначально и предусматривалось в техническом задании. На крейсерских режимах полета это крыло разгружало несущий ротор, тем самым позволяя сэкономить его ресурс. Но его использование позволяет увеличить дальность полета, скорость и надежность несущего винта. Однако при работе с внешней подвеской это не актуально. Типовая дальность полета составляет около 50 км. На весенней, особенно на малых высотах, обдувка крыла съедает до 700 кг силы тяги несущего винта. Да и массу оно имеет не такую уж и малую – 770 кг. Поэтому в гражданской авиации, работая с внешней подвеской, крыло с вертолетов часто снимали, а в некоторых случаях даже демонтировались створки грузового люка и подвесные баки. Высокая энерговооруженность в сочетании с прекрасными аэродинамическими характеристиками позволили «шестерке» стать не только самым грузоподъемным, но и самым скоростным вертолетом. 21 сентября 1961 года вертолет достиг скорости 320 км в час, долгое время считавшийся недосягаемой для вертолетов. Через 2 года вертолет добился еще большего успеха. Ми-6 прошел дистанцию в 100 км со скоростью 340 км в час. Всего же на машинах этого типа было установлено 16 различных мировых рекордов. Государственные же испытания проходили с определенными проблемами и заняли более 1,5 лет, что в общем не так уж и много для вертолета нового поколения. Дальнейшее быстрое освоение выпуска вертолетов Ми-6 оказалось под угрозой. Конструкция ТВ-2ЭВМ была очень сложной для массового производства. Павел Александрович принимает смелое решение создать в кратчайшие сроки вертолетный двигатель с использованием газогенератора и технологичных решений двигателя Д-20П, который уже осваивался серийным заводом. На разработку и создание потребовалось всего 8 месяцев. И с 1959 года началось производство Д-25В. Поэтому сейчас в наших и зарубежных справочниках указано, что Ми-6 оснащался именно двигателями Д-25В. Постепенно закрывались все пункты программы государственных испытаний. В декабре же 1962 года государственные испытания успешно завершились. В заключении говорилось: десантно-транспортный вертолет Ми-6
с двумя газотурбинными двигателями Д-25В является самым большим вертолетом в мире и первым отечественным вертолетом с газотурбинными двигателями. По летно-техническим данным он превосходит все отечественные вертолеты и главным образом по десантной нагрузке, размерам грузовой кабины, количеству перевозимых десантников и боевой техники. Что касается К-22, в 1964 году, после второго летного происшествия, приведшего к гибели людей, тему закрыли. С 1963 года Ми-6 был официально принят на вооружение. Военные получили в свое распоряжение высокоэффективное универсальное транспортное средство. Винтокрылого гиганта применяли для оперативной переброски как живой силы, так и различной военной техники. Боевое крещение Ми-6 прошел в Афганистане. К началу 1980 года Ми-6 оставался самым мощным в мире вертолетом, выпускающимся серийно. В советских вооруженных силах машина была хорошо освоена личным составом и заслужила не просто уважение, а свойственное лишь авиаторам одушевленное обожание. За 20 лет службы Ми-6 пришлось поучаствовать в нескольких региональных конфликтах, и с началом афганской эпопеи эти незаурядные винтокрылые машины попали на еще одну войну, где их выдающиеся летные характеристики пришлись как нельзя кстати. Уже в первые месяцы боевых действий экипажи Ми-6 приступили к выполнению задач. Ставшей главной работой подразделения тяжелых вертолетов – это транспортировка боеприпасов, вооружения, топлива, медикаментов и других грузов на небольшие площадки отдаленных или блокированных маджахедами гарнизонов. Большие габариты грузовой кабины вертолета Ми-6 позволяли перевозить минометы, автомобили и артиллерийские орудия, но особенно много приходилось доставлять продуктов, как говорится, своих кормили. Для этих целей в Кундузе имелся даже специальный приспособленный для транспортировки мяса Ми-6 холодильник. Совсем не лишней в афганских условиях оказалась хорошая маневренность Ми-6. На этом неуклюжем с виду аппарате можно было закладывать глубокие виражи с креном, значительно превышающим допустимый по инструкции экипажу, что позволяло уменьшить радиусы разворотов, маневрируя между горами. Для высадки десантов Ми-6 использовались редко. Очевидно, командование опасалось больших потерь в случае сбития такого вертолета, ведь на борт шестого брали в 2 раза больше личного состава, чем на Ми-8. Если все же Ми-6 привлекались к боевым операциям, то шли они во второй волне и садились уже на захваченные площадки. Прочная конструкция Ми-6 была весьма устойчива к боевым повреждениям. Но большой вертолет, летящий относительно низко и медленно, представлял собой заманчивую мишень. Часто прострелы лопастей и фюзеляжа автоматными пулями обнаруживались лишь после посадки. У нас имеется статистика по этой теме. От 40 до 50% боевых повреждений любых вертолетов приходится на несущий винт. При этом у вертолета Ми-6 эта цифра составляет лишь 30%. Секрет в том, что скорость вращения винта у Ми-6 существенно ниже, чем у Ми-8 и Ми-24. Установлено, чем быстрее вращается винт, тем легче в него попасть. Есть даже специальный термин – заполнение. У К-50 6 лопастей, а у Ми-6 их 5. И скорость вращения на К-50 существенно больше, а значит и поражаемость несущих винтов на этой машине выше. В целом же в Афганистане Ми-6 зарекомендовал себя очень надежной машиной. В заключение отметим, что в Афганистане побывал личный состав практически всех полков, имевших на вооружении Ми-6. В 1965 году Ми-6 был с большим успехом продемонстрирован на международном авиасалоне в Ле-Бурже. С того времени вертолет неоднократно представлял отечественное вертолетостроение на крупнейших зарубежных выставках и авиационных праздниках, вызывая повышенный интерес у публики. За создание Ми-6 Американское вертолетное общество присудило главному конструктору Михаилу Милю международный приз имени Игоря Сикорского в знак признания выдающегося достижения в развитии вертолетостроительного искусства. Сам Игорь Сикорский, ознакомившийся с основными характеристиками Ми-6, сказал: «Шаг от Ми-4 до Ми-6 – это прыжок через 2 или даже 3 поколения вертолетов». Шестерку широко применяли в гражданской авиации.
Он принес огромную пользу народному хозяйству, а многие отдаленные месторождения были освоены именно благодаря этому винтокрылому гиганту. Ми-6 перевозил элементы нефтяных вышек, трубы и тяжелую технику. Уникальные возможности машины оказались востребованы и за границей. Ми-6 участвовал в прокладке электропередач в Альпах и тушил лесные пожары во Франции. Ми-6 отлично зарекомендовал себя в условиях Крайнего Севера, в жарких пустынях и высокогорных районах. Установленная на вертолете дублированная система управления была оснащена гидроусилителями. Автопилот обеспечивал стабилизацию по курсу, крену, тангажу и высоте полета и значительно облегчал работу экипажа. В 1960-е годы военные учения непременно проходили с участием винтокрылой техники. Примеры такого использования все желающие могли увидеть на авиапарадах. Самым грандиозным из них стал воздушный праздник в столичном аэропорту Домодедово в 1967 году. В то время советские военно-воздушные войска находились на вершине своего развития, и целое отделение этого авиапарада было посвящено демонстрации их возможностей. Сначала к аэродрому подошло 39 самолетов Ан-12, после чего небо наполнилось множеством куполов парашютистов-десантников, а затем летное поле буквально заполнили 3 десятка вертолетов Ми-4. Они доставили десант. За ними пришли 12 тяжелых Ми-6. Машины выгрузили самоходки АСУ-57 и вот такие так называемые самодвижущиеся противотанковые пушки. ОКБ «Миля» постоянно совершенствовал вертолет. Ресурс его основных частей постоянно увеличивался. Наглядный пример, опять же, лопасти. С введением цельного лонжерона их ресурс удалось поднять с 50 до 1500 часов. Все предпринятые доработки позволили создать одну из самых надежных и высокоэффективных машин в мире. Об этом свидетельствует огромный тираж для тяжелого вертолета. Выпуск Ми-6 на предприятиях продолжался до 1980 года. Всего же построили 926 единиц. В эксплуатации вертолет пробыл до 2004 года. Позже Ми-6 на стапелях сменил аппарат нового поколения – Ми-26. Все конструктивные решения Ми-6 были использованы при создании летающего крана Ми-10 и царя вертолетов огромного Ми-12, самого тяжелого и грузоподъемного вертолета, когда-либо построенного. И все это было создано благодаря невероятной творческой интуиции и энергии Михаила Леонтьевича Миля и его коллектива. Он не только создавал те или иные машины, он разработал принципы, которые лежат в основе следующих поколений вертолетов. Его конструкторская школа, его идеи заложены в новейшем боевом Ми-28, в современных Ми-26, Ми-38, рожденных на Московском вертолетном заводе имени Михаила Миля.